Вашему вниманию представляем Audi Q3 2026 года. Спустя несколько месяцев после того, как Audi представила совершенно новое третье поколение Q3, компания подтвердила, что автомобиль поступит в дилерские центры в первом квартале 2026 года. Изначально будет предлагаться в одной комплектации. Эта версия получила название S-Line Quattro, который будет стоить $43 700, без учета стоимости доставки. Доставка в размере $1295, что почти на $4000 превышает базовую цену предыдущей модели. Повышение, несомненно, значительно, но, похоже, Audi рассчитывает, что покупатели оценят предлагаемые улучшения. Хотя постепенное повышение цен на новые модели – обычное дело, такой скачок цен все же встречается редко. Цена на автомобили третьего квартала 2025 года стартовала с $39 800 без учета стоимости доставки. Так что новая цифра выглядит заметно завышенной. Audi утверждает, что версия 2026 года оправдает это свежим дизайном, обновленным салоном и более мощным двигателем. Но эта защита имеет свои пределы. Q3 S-Line Quattro оснащен новым двухлитровым турбированным 4-цилиндровым двигателем мощностью 255 лошадиных сил и крутящим моментом 375 ньютон-метров, что на 27 лошадиных сил и на 22 ньютон-метров больше, чем у предыдущей модели. В стандартную комплектацию входит 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, которая распределяет крутящий момент на обе оси через систему полного привода Audi Quattro. Хоть это не высокопроизводительная модель, она все равно может разгоняться до 96 км в час за 5,5 секунд. Это на целых 1,6 секунды быстрее, чем у старой модели. Покупатели могут заказать Q3 2026 года в одном из 9 доступных цветов. Внедорожник также может быть оснащен 18, 19 или 20-дюймовыми дисками с шинами шириной 235 на 255. Все модели также стандартно поставляются с пакетом внешней отделки S-Line, который добавляет решетку радиатора, платформ Black, рамки передних воздухозаборников и бампер S-Line, матово-черный и селенитовое серебро с задним диффузором. Салон Q3 существенно отличается от салона предшественника. Он включает в себя все обычные улучшения, ожидаемые от нового поколения внедорожников, включая обновленную приборную панель с новым экраном информативно-развлекательной системы и цифровой приборной панелью. Одним из наиболее заметных отличий является отсутствие традиционных подрулевых переключателей. Audi заменила их парой новых панелей управления, расположенные по обе стороны от рулевого колеса. Справа расположены органы управления коробки передач, а слева указатели поворотов, функции стеклоочистителя и переключателя фар. К такому расположению, вероятно, придется привыкнуть, пока неизвестно, понравится ли оно водителям или нет.